Вот и подошел к концу 2022 год. Он был трудным и неоднозначным, но богатым на хорошие новые аниме и продолжения старых франшиз. В этом видео мы пройдемся по всем 4 аниме-сезонам года и вспомним, какие тайтлы в них хайповали, а также отметим по одному хидденгему, которые вы могли пропустить. Ну а находитесь вы на канале Кудасай, и мы начинаем. Зимний сезон. Начался год, как ни странно, с зимы, и уже в нем было много громких продолжений. Финальный, в кавычках, сезон Атаки Титанов, новая арка Клинка Рассекающего Демонов, вторые сезоны Арифуреты, мемуаров Ванитаса и Героя Рационала Перестраивающего Королевства. Но запомнится он, разумеется, необычными новинками. Третье место. Биска Рыжевоед. Недалекое будущее. Япония охвачена катастрофой. Гиблый ветер превращает все на своем пути в ржавчину. Выжить в таком мире тяжело, а главными спасителями человечества стали так называемые грибные охотники. Но в какой-то момент люди решили, что все их проблемы возникают из-за грибов, и ополчились на охотников. Одним из таких охотников и является главный герой тайтла по имени Биска Акабоши. Для него преследователи не проблема, потому что он всегда готов к бою, а его задача – найти легендарный гриб-ржавоед, который и должен остановить катастрофу. Вот об этом и рассказывает сей задорный боевик, сделанный по всем канонам сёнэнов. Второе место. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Однажды бедному принцу по имени Вейн Салима Арбалест надоело править страной, так что он просто решил продать ее на аукционе. Так герой надеялся, что все его возненавидят, и он наконец сможет уйти на покой. А что, гениальный план же! Только вот он провалился. Ведь люди, наоборот, были довольны его решением и были готовы носить принца на руках. Так что теперь на Вейна навалилось еще больше проблем и обязанностей, о чем и рассказывает данный тайтл. Ранее мы уже упомянули, что в этом же сезоне выходил второй сезон аниме «Герой Рационал перестраивает королевство». И они, безусловно, похожи. Но в новом аниме нет фэнтезийной составляющей, и многие отмечают его более продуманный сюжет и политику. Первое место. Эта фарфоровая кукла влюбилась. Ну а самым популярным тайтлом зимы стала «Фарфоровая кукла, которая влюбилась». Это аниме рассказывает о простом парне по имени Вакана, который с самого детства мечтает пойти по стопам дедушки и стать мастером по изготовлению японских фарфоровых кукол. Но, к сожалению, у него никак не получается главное – создание кукольных голов. Зато пошив костюмов он освоил на ура. Это умение и помогло парню сблизиться с популярной девушкой по имени Марин, увлекающейся эроги-играми и их косплеем. С этого момента и началась классическая романтическая история, запавшая в душу необычным сеттингом и классным визуалом. Достойное упоминание. В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой. Офисный работник по имени Хината Тачибана так устал от отсутствия внимания со стороны женского пола, что пожелал сам стать красоткой. И в этот же момент вместе со своим другом очутился в другом мире, в котором его желание исполнилось. И теперь им полагается спасти мир от короля демонов, если все же Хината хочет обратно стать парнем. Но хочет ли он этого? Об этом и рассказывает уморительная комедия, которую многие почему-то пропустили. Весенний сезон. Весна уже не была так богата на продолжение, из них тут только вторые сезоны Восхождения Героя Щита и у Коми проблемы с общением, да третий сезон Госпожи Кагуи. Зато новинками сезон порадовал, подарив миру несколько чрезвычайно популярных тайтлов. Третье место. Летнее время. Когда сезон только начался, летнее время выступало темной лошадкой, ведь там было запланировано аж 25 эпизодов, а синопсис выглядел крайне загадочно. Рассказывает аниме о парне по имени Аджира Шимпей, который спустя долгое время вернулся на родной остров. Правда, вернулся не просто так, а на похороны подруги детства, которая умерла из-за несчастного случая. Но, погодите,
А что за следы у нее на шее и что за чертовщина вообще творится на этом острове? Об этом и рассказывает этот необычный мистический детектив, плавно перетекающий в боевик. Второе место. Моя девушка не только милая. Ю Изуми – крайне невезучий школьник, постоянно попадающий в передряги. Но один раз ему в жизни все-таки повезло. У него есть девушка. Зовут ее Шикимори, и она не только милая, но и готова на все, чтобы защитить своего парня. Этому способствует ее невероятная физическая подготовка. В общем, идеальная девушка, и Изуми готов на все, чтобы быть для нее идеальным парнем. Об этих отношениях и рассказывает романтическая комедия от студии Тогакобо. Первое место. Семья шпиона. Каждый человек что-то скрывает или не договаривает. Но что, если вся семья не может доверять друг другу? Да и сама семья необычная. Отец – шпион, мать – наемная убийца, а дочь умеет читать мысли. Таким людям бы просто не поубивать друг друга. А по сюжету аниме им еще и дочь нужно в элитную школу пристроить. Это создает уйму уморительных ситуаций, из которых и строится семья шпиона, уже успевшая получить зеленый свет на второй сезон и ставшая одним из самых обсуждаемых аниме года. Достойное упоминание. Тусовщик Кунмин. Находясь на смертном одре, великий китайский полководец по имени Кунмин загадал желание не видеть войн в следующей жизни. Но на тот момент и не подозревал, что мечта моментально исполнится, и он окажется в самом центре Японии, да еще и через 1800 лет. Изначально Кунмин подумает, что оказался в аду, но довольно скоро поменяет свое мнение из-за ангельского голоска никому неизвестной певицы по имени Эйка. Тогда-то он и решит помочь ей осуществить мечту – выступить на огромном фестивале. А Кунмин может, потому что его IQ буквально 10 миллионов. И его знаменитые стратагемы вполне реально использовать в жестоком мире шоу-бизнеса. Вот такую историю и рассказывает самая музыкальная комедия года, в которой есть место и для драмы. Летний сезон. Лето было очень богато на самые разношерстные продолжения. Тут вам и вторые сезоны «Повелителя тьмы» на подработке, и «Добро пожаловать в класс превосходства», на которые фанаты уже и не рассчитывали, и четвертый сезон хайпового «Повелителя», а также продолжение «Девушки на час», созданного в «Бездне» и «Данмачи». Среди такого разнообразия новым тайтлам почти не осталось места, но даже так на свет родились достойные аниме. Третье место. Ликорис Recoil. Вот уже 8 лет Япония считается самой безопасной страной в мире. Во всяком случае, такую иллюзию умело поддерживает агентство Direct Attack, которое втайне реализует программу Ликорис. В ее рамках корпорация обучает молодых девушек, которые в будущем смогут стать агентами под прикрытием. О буднях двух оперативниках этого агентства и рассказывает данное аниме. Много крови, намеки на Юри, великолепный торт и похвала от Кодзимы. Вот что сделало это аниме популярным. Второе место. Песнь ночных сов. В одну ночь 14-летний школьник по имени Коэмори не мог уснуть и отправился на прогулку. Никаких людей, никаких машин и полное чувство свободы. Это три составляющие атмосферы ночного города. Гуляя по тьме, Емори наткнулся на странную девушку по имени Надзуна Нанакуса, которая не только показала ему все прелести ночной жизни, но и пригласила ночевать и сделала вампиром. Теперь пареньку предстоит разобраться, что же с ним происходит, и в полной мере научиться наслаждаться ночным городом, о чем и рассказывает данный тайтл. Первое место. Киберпанк. Бегущие по краю. Дэвид Мартинес – порядочный парень, который живет в невероятно технологичном городе под названием Найт-Сити. В нем модификация тела – это норма, а улицы наполнены бедняками. Ну а если уж ты захотел стать тут легендой, то изволь умереть.
Вот и Дэвиду подвернулась такая возможность, ведь ему в руки попал экспериментальный военный имплант. Как же теперь повернется его судьба? Узнаете в аниме, основанном на одноименной игре. Достойное упоминание. Дочка босса и ее нянька. Тору Киришима – правая рука главы клана Якудза, за свои поступки получивший прозвище «Демон Сакураги». Именно он и получает невероятно важное задание – поработать нянькой для дочери своего босса. Об их взаимоотношениях и повествует тайтл. Да, просто и незамысловато, но смешно. Отлично подойдет, если вы устали от сюжетных аниме и хотите просто отключить мозги. Осенний сезон. Вот мы и подобрались к концу года. А вместе с этим и к последнему, но не по значимости, осеннему сезону. Долгожданные экранизации популярных манг, ремейк классического ромкома «Несносные пришельцы», долгожданные продолжения «Блича», «Моба Психо 100» и «Ирумы», а также куча дерзких новинок. Вот чем нам запомнится этот сезон. А самыми популярными из них стали следующие тайтлы. Третье место. «Одинокий рокер». Кто бы мог подумать, что в 2022 году человечество очистится настолько, что мы сможем увидеть некое переосмысление Киона, да еще из-под пера студии Cloverworks. Рассказывает аниме о девушке Тихоне по имени Хитори Готто, или просто Ботчи, которая мечтает играть в музыкальной группе. Ничего и не мешает исполнению ее мечты, кроме ее самой. Ведь Ботчи очень застенчивая и скрытая. И именно о ее преодолении себя и рассказывает данный тайтл. Свою популярность же он набрал благодаря крайне высокому уровню жизненности, который так и веет от главной героини. Второе место. «Синяя тюрьма», Blue Lock. Японский футбол находится в упадке. И осознавая этот факт, Национальная ассоциация нанимает загадочного и эксцентричного тренера по имени Джинпачи Эго. Теперь его задача проста – привести Японию к победе на чемпионате мира. Для достижения этой цели Джинпачи и создает так называемую «синюю тюрьму». Это тренировочный лагерь, призванный выбрать лучшего нападающего Японии. Так и начинается история о 100 сильных футболистах, которые всеми силами стремятся сохранить свою карьеру. Ведь вылет из лагеря означает ее завершение. И делают все возможное, чтобы попасть в сборную. Первое место. Человек-бензопила. Наверное, сложно найти человека, который не слышал про Человека-бензопилу. Эта манга Тацуки Фуджимото начала выходить еще в 2018 и уже тогда покорила сердца читателей. Так что экранизация была лишь вопросом времени. И вот фанаты дождались. Рассказывает аниме про бедного парня по имени Денджи и его милого песика по имени Пачита, которые пытаются заработать на жизнь всеми возможными способами. Только вот Пачита – демон. И именно этот факт и становится отправной точкой безбашенной истории, в которой есть все. Расчлененка, трэш, драма, комедия – все смешалось. Именно поэтому тайтл и стал настолько популярным. Достойное упоминание. «Война горничных Акибы». Нагоми Вахира всегда восхищалась милыми горничными в тематических кафе и сама хотела стать одной из них. Ради этого девушка переехала в Акихабару, где и оказалась в самом эпицентре событий. Оказалось, что жизнь горничных – это буквально война. С оружием, смертями и всем сопутствующим. Теперь девушка смотрит на жизнь горничных совершенно иначе. И аниме рассказывает о том, как она пытается свыкнуться с происходящим. Безумный боевик с необычной тематикой – именно то, что вам нужно в новогодние праздники. Вот таким вышел 2022 год. Много разных жанров, громкие тайтлы почти в каждом сезоне. Конечно, отличные продолжения старого. А чем год запомнился вам? Делитесь в комментариях.